Всем привет! Сегодня у нас, не знаю, закрытый расклад или не закрытый, но если вы его видите в открытом доступе, значит, он получился у меня короткий и неинтересный. Интересные расклады только в закрытом доступе. Да, вот такой вот я негодяй. И давайте сразу начнем, да, скажу, что есть проживание арканов на Бусти, есть манифест по защитам, по практикам магическим и так далее. Есть эзотерическая библиотека, есть закрытые расклады. Все это есть на Ютубе. И на уровне спонсорства там видно, да, какие уровни. И на Бусти. Поэтому добро пожаловать, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Если вы смотрите на Рутубе и этот расклад открыт, то просто в описании к видео, потому что там комментарии закрыты. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички пристегнули штанишки и полетели. Ну, смотри, как всегда передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего-то не забыл, куда-то не туда не ушел и так далее. Первый вопрос на первую карту – это почему ты решила, что есть магическое воздействие. И это как сигнификация. Сигнификация – это чтобы понять, тебе этот расклад или нет. А по девятке жезлов у тебя вот давно такое вот странное ощущение, что вот после разговоров с одним определенным человеком ты чувствуешь прям вот вымоталась, да, сильную усталость чувствуешь. Хотя, вроде как бы просто поговорили, да, ничего особенного не происходило. Он вроде не грубит, не давит, но ты вот как будто выжата, как лимон. И стала просыпаться вот после таких встреч разбитой, даже если там вовремя легла спать. И ты уже начала себя на мысли ловить, что почему мне так тяжело, да, ведь все обычно вроде. И именно вот этот фон, где ты чувствуешь себя постоянно постоянно на стреме, не знаю, как заменить это слово. На посту, да, как будто в ожидании. И это все заставляет тебя подозревать, что кто-то хитро играет на твоих слабостях. Когда смотришь на этого человека, а ты уже поняла, про какого я человека говорю, то тебе кажется, что в присутствии его твое настроение, оно резко меняется. А он, наоборот, становится бодрым, довольным и так далее. И это у тебя порождает такие мысли, тут что-то не так, да, какое-то плохое это совпадение. Как проявляется первый признак, да, вот этой энергетической манипуляции? Вроде ничего глобального, да, но ты стала постоянно без настроения быть. Как будто тебе все наскучило. И не просто там, да, работа наскучила. Нет, прям все наскучило. Самое интересное, что это возникает после коротких диалогов, переписок с одним и тем же человеком. Тебе сложно радоваться привычным мелочам. И это не просто осенняя хандра, да? Сейчас у нас не осень, просто все тает, и я говорю осенняя хандра. То есть не просто, эта хандра без лета, а прям какая-то непонятная тоска.
Раньше ты могла там миллионы поводов найти, чтобы улыбнуться. Пальчик покажи, да, и, как говорится, засмеешься. А сейчас ты ловишь себя на том, что у тебя апатия. И причем неизвестно откуда. И чем чаще этот человек, как сказать, с тобой общается, да, там даже просто в переписке в телефоне, тем сильнее ты ощущаешь вот это чувство пустоты. Вроде не ругаетесь, не ссоритесь, не спорите, но факт остается фактом. После его сообщения или там короткого перекидывания слов, да, или звонка, ты потухаешь, да, как вот огонек без кислорода. Это первый признак. Второй признак, при котором тебе вот кажется, что чужая воля как будто давит, да, изменяет твое поведение. Но по королю мечей, знаешь, ты как будто неожиданно вот соглашаешься на такие вещи, да, которые раньше тебе, не нужны были. Или даже противны, я бы сказал. Например, этот человек там предлагает что-то сделать, да, или куда-то поехать, а ты вот прям вот всей душой сопротивляешься. Но, знаешь, вот как вот есть марионетки же, да, вот там за ниточки подергаешь, и она сама ничего сделать не может. Вот у тебя тоже изо рта выскакивает: да, хорошо, поехали, хотя ты этого-то и не хотела даже. А потом ты на себя злишься, не понимая, как это вообще произошло, как это я так согласилась. И вот это ощущение, что твой вот собственный голос куда-то исчезает, а ты следуешь его логике, да? Как будто вот его логика, она важнее твоей. И ты замечаешь, что ты начинаешь действовать там не по своему желанию, а вот как будто, как сказать, вот угодить ему, да? Или там на критику не нарваться. И вот этот дискомфорт внутри, он подсказывает, что это не ты говоришь. Понимаешь? Но и остановиться ты не можешь. И, конечно же, это тебя настораживает. Если ты, конечно, это заметила. Но по королеве мечей это у нас третий признак, из-за которого ты теряешь уверенность и стабильность внутреннюю. Знаешь, по королеве мечей тут все, знаешь как, он делает все так, что он вот тонко цепляет твой мозг, твой разум. Понимаешь? Там вставляет комментарии какие-то, сравнения, которые вот тебя заставляют думать, да, а может, я и не такая умная, да, как считала. Понимаешь? Он постоянно намекает на твои вот эти слабые места. Может там высмеять даже там за твою какую-то идею, за твой план, за твое там хобби, например, да? Так что ты сама, вот того не замечая, начинаешь сомневаться в каждом своем шаге. То есть, например, вот решила ты как-то там заняться таро, да, грубо говоря. А он такой: да ты чё, да ты колдунья и прочее, и прочее, и прочее. И ты уже думаешь, у тебя в голове мысли: а может, я просто точно что-то не то, да? Ты твердость теряешь. Ты начинаешь бояться, что твои действия, они глупые, смешные и так далее. Вот это и есть признак, что он бьет по твоей уверенности, подтачивая ее вот этими аккуратными, вроде как безобидными, да, шуточками. В чем выражается четвертый признак, когда твоя энергия как будто утекает, а он, кстати, он — это человек. Это может быть и она, но так как я говорю то, что человек, поэтому я обращаюсь он. Это не обязательно мужчина. А он выглядит все более сильным, да? Но по колесу фортуны, знаешь, ты качели начала замечать за собой. За всем. Это я тебе объясню как. То есть у тебя то подъем, то упадок. Как вот, не как шизофрения, а вот такое вот, как биполярка. Причем это колеблется все вокруг общения с ним. Стоит этому человеку вообще появиться, да, там, рассказать о своих проблемах, желаниях, ты вдруг вот чувствуешь, что ты устала. Вроде ничего не делала, просто вот сидела, да, а устала.
А этот человек, он как будто, вот знаешь, как подзарядился, да? И вот на волне успеха летит. Он жалуется там на что-то там, как сказать, вот, ну вот когда вот обсуждают, да, всякие проблемы. То есть он жалуется тебе, жалуется, а после вот этого разговора, выливания вот этого всего, человек бодрый, а ты прям как будто тебя из розетки вытащили. То есть это, знаешь, это как похищение твоего ресурса, твоей энергии. Пока ты слушаешь этого человека, он как будто откачивает там твою удачу, твой позитив, а у тебя остается только чувство, что тебе просто сложнее крутить колесо фортуны. И вот эта закономерность, да, это очень огромный сигнал, что твоя энергия ушла к нему. То есть после разговора человек свеж и бодр, хотя пришел к тебе, как будто батарейка села, а потом счастливый уходит. А ты наоборот, как поменялись. Как узнать пятый, да, самый опасный признак, что вот тобой активно управляют и что можно сделать? Ну смотри, если ты начинаешь понимать, о ком я говорю, да, что он там пытается отрезать тебя от других людей, от других сфер жизни, от твоих интересов, стремится тебя изолировать, то вот это вот как раз финальный звоночек. То есть отрезать от мира. Он внушает тебе, ну, он это, еще раз повторяю, не обязательно он, это я говорю, он это человек. То есть этот человек, он, знаешь, внушает, что никто, кроме этого человека, не даст тебе там нужных советов, что твои знакомые, они только тебе вредят. Так он пытается установить вот полную власть над тобой, захватив твой мир. Если это происходит, то, конечно же, нужно срочно прервать вот этот замкнутый круг, да, и там вернуть общение с друзьями, с подругами, не стесняться делиться там с подругами, что тебя гнетет. Не позволять вот этому манипулятору закрывать тебя, как сказать, в его собственном пространстве. И только так ты можешь выйти из-под контроля и свою свободу восстановить. Понимаешь? Это был у нас первый вариант. Давайте посмотрим второй вариант. Итак, двоечки, пристегнули штанишки и полетели. Сразу говорю, я буду говорить «он», это в смысле «человек». Это может быть как мужского пола, так и женского пола. И, как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я какой-то вопрос не забыл. И у нас почему-то решило, что есть вот это магическое воздействие. Как сигнификация карта. Ну смотри. Ты вот стала замечать, что твои деньги, ну вот эти заработок стабильный, да, вдруг барахлить начал без каких-либо причин. То задержки, то лишние расходы, то вещи испорченные, ну, которые нужно срочно, как говорится, или починить, или новую покупать. И все вот это совпало с появлением в твоем поле человека, который вот постоянно, как сказать, негодует, что ли, вот завидует. Насколько ты обеспечена, успешна, постоянно тебе об этом говорит, какая ты умничка и так далее, и у тебя начинают вещи ломаться. Раньше ты вот спокойно относилась там к своим деньгам, да, но сейчас у тебя ощущение, что вот стоит появиться на горизонте этому человеку, как у тебя сразу там
все кувырком летит. То утюг сломался, то фен, то еще что-то, то лампочка перегорит и прочее, прочее, прочее. И вот кажется, что этот человек вытягивает твою уверенность в завтрашнем дне. То есть у тебя уже даже установка, наверное, не установка, а мысль такая, что у меня руки из одного места, да? То есть это зависть. Понимаешь? Но кроме зависти тут еще и энергетическое влияние. Как будто вот твое вот это благополучие его раздражает, а твоя стабильность дает ему повод подкосить твой фундамент. И это начинается с мелких. То есть фен перегорел, лампочка перегорела, что-то розетки надо, вроде жила, да, а тут вдруг все ломаться начало. А как проявляется первый признак скрытой энергетической манипуляции, который ты из виду упускаешь? Ну, по звезде это, знаешь, ты чувствуешь, что перестала мечтать. Надежды нет. Понимаешь, раньше ты там любила фантазировать про будущее, как ты там станешь космонавтом, ну, это я утрирую, да? Радовалась каким-то возможностям, а теперь тебе иногда кажется, что, это невозможно. И ты себя настроила, что о чем мечтать-то? Вот примерно вот так. То есть после контакта с тем человеком ты выходишь опустошенный. Уже нет у тебя вдохновения, желания, как говорится, строить что-то большее, да, в свое будущее. И возникает у тебя вот эта тоска смутная. Как будто звезда твоих целей потускнела. Это и есть тот признак. Ты не сразу заметила, что вот каждый раз после его слов, его взглядов каких-то, да, в душе у тебя, затухает маленькая звездочка. Вера в свою там мечту, фантазию и так далее. То ли он что-то говорит, как говорится, в полтона, да, то ли просто смотрит так, что ты сама в себе начинаешь сомневаться. И вот этот легкий подрыв твоего оптимизма – это первый тревожный сигнал. Второй признак, заговариваюсь. Второй признак, при котором тебе кажется, что чужая воля как будто давит на тебя. Смотри, по десятке мечей тут понятно, да? Это самая плохая карта. Ты стала соглашаться на решения, которые причиняют тебе боль, лишь бы там конфликт не раздувать. Например, там соглашаешься отменить какую-то вот свою хорошую поездку, да? Это пример просто. Например, ты планировала путешествие, которое давно хотела. Или там выходной у тебя, наконец-то, вот-вот выходной. И тебе приходится ради этого человека отменять поездки и так далее и тому подобное, чтобы не нарваться на скандал или вот эти унизительные упреки. И в глубине души ты, конечно же, чувствуешь, что ты сама себе делаешь больно, но почему-то противостоять не можешь. Знаешь, кажется, как будто этот человек вот своим каким-то давлением вынуждает тебя добровольно идти на вот эти жертвы. Хотя раньше ты бы не пошла на такой компромисс. Поездка, например, уже запланирована, а ты о ней мечтала. И ты ощущаешь, что вот это, прям вот не твой путь. Но продолжение борьбы, оно пугает тебя еще сильнее. Это второй признак. Помогу. А где прячется третий признак, из-за которого ты теряешь уверенность и внутреннюю стабильность? Смотри. Он пытается играть роль волшебника, да, роль мага. Показывая себя там всесильным, всех дел рук мастер, там, если это подруга, то я мужиками рулю, как перчатки их меняю и так далее. И вот это держит на тебе рычаги влияния. То есть этот человек, он, знаешь, вот как сказать тебе, он уверенность излучает в самом себе.
и заставляет тебя думать, там, наверное, я не дотягиваю до ее уровня, да? Я не такая умная и талантливая, как он. И ты вот ловишь себя реально на мыслях, что там мне надо учиться еще и еще и еще, хотя бы, чтобы чуть-чуть приблизиться к этому человеку. При этом реальных фактов вот этот гений, да, так скажем, не дает. Он просто преподает это тебе все так, что ты, начинаешь сомневаться в своих способностях. Любая твоя инициатива, она как будто меркнет на фоне его вот этих уверенных шагов, и ты теряешь твердость, думая, что без указки вот этого человека ты не справишься. Это и выбивает твою опору из-под твоих ног. В чем четвертый признак? По силе. Как будто сила утекает, да? Ты стараешься в форме себя держать, побольше делать, там, всем помочь, но сил уже на все не хватает. Напротив, силы тают, а этот человек цветет, как говорится, и пахнет вкусненько. То есть, знаешь, может показаться, что вот после каждого твоего рывка, да, становится он сильнее, а не ты. Он как будто, вот знаешь, твоим энтузиазмом питается. И ты чувствуешь, как после общения с ним тебе нужно больше времени на восстановление. Может быть, даже у тебя там срываются тренировки, домашние какие-то дела, энтузиазма. Нет, апатия. А он радоваться продолжает. Понимаешь? И других радовать вот этой своей якобы здоровой энергией. А он подпитывается твоим вот этим стремлением к активности, выставляя себя лидером. А тебя оставляет, знаешь, в чувстве такого лимона выжатого. Понимаешь? И это четвертый признак. И пятый, самый опасный признак, это у нас король кубков. То есть, знаешь, он пытается управлять твоими эмоциями. Помним, да, король кубков — это эмоции. И причем он управляет твоими эмоциями напрямую. То есть он, например, навязывает свою версию каких-то там, делишек, да? Как тебе надо чувствовать, говорит. Кого тебе любить надо, а кого не надо. Кого жалеть надо, а кого не надо. Если ты, например, расстроена, то он попытается обеспечить твою печаль, да? Например, там, вот хатико посмотрели, грубо говоря, да, а он еще добавляет там, а вот, на. Понимаешь, то есть как бы в котомку тебе еще складывает. На эмоциях питается. А если ты слишком радая, да, рада, то он скажет там, тебе нельзя так радоваться, будь серьезнее, да. Так, он пытается быть главным дирижером твоего вот этого эмоционального мира. Поняв вот это все, да, нужно резко поставить границу. Твои чувства — это твои чувства. Никто не вправе указывать тебе, кого любить, кого там жалеть и так далее и тому подобное. Если ты дашь этому человеку понять, что не отдашь свою душевную сферу под его контроль, да, то он потеряет почву. Перестань вот эту всю... Чуть не сматюкнулся. Вот эту всю ерунду терпеть. Потому что ты же видишь, как он обесценивает твое состояние. И тогда вот твоя защита, она начнет работать, когда ты перестанешь его терпеть и выстроишь четкие границы. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, а мы переходим к третьему варианту.
Итак, троечки. Пристегнули штанишки и полетели. Первая карта — это сигнификация, и почему ты решила, да, что есть магическое воздействие. По отшельнику понятно, да? Ты отгораживаешься от людей. В отшельника уходишь. Чувствуешь, что внутри тебя напряжение, как будто вот от всего мира хочется спрятаться, хотя раньше ты была более открытой. И вот это похоже на вот такое внезапное желание побыть в одиночестве, но без приятного расслабления. Нет, ты закрываешься, вот как будто кто-то внутренне заставляет отдалиться от привычных там друзей, близких и так далее. И кажется, что не ты выбрала уединение, да, а оно как будто тебе вот на голову свалилось. И плюсом ты заметила странные совпадения. Когда собираешься куда-нибудь, то всегда что-то срывается. На важную встречу, например. А сил как будто нет даже там за порог нос высунуть. То есть тебе неприятно само нахождение вне дома. И ты, конечно же, подумал, может, кто-то там специально давит на меня через энергетику, да, чтобы я сидела как затворница и успехов не добивалась. И вот это ощущение и вызвало у тебя подозрение, и поэтому ты смотришь этот расклад. Потому что раньше у тебя не было таких приступов вот изоляции, я бы сказал, да, и усталости. А теперь они вот как регулярно появляются. Как проявляется первый признак скрытой энергетической манипуляции, жрица? Ну смотри, ты начала общаться с каким-то эзотериком, и у тебя появляются вот смутные вот эти предчувствия, причем ты общаешься в этот, как сказать, вживую. То есть после разговора с этим человеком ты как будто вот от жизни подвоха начинаешь ждать, да, хотя вроде все нормально. Никаких прямых улик, но внутри тебя скребет вот эта тревога, что что-то не так, да, хотя внешне все нормально. Раньше ты списывал это там на свою мнительность, на еще что-то, но теперь ты видишь, что это повторяется. Это и есть вот этот еле заметный признак. Знаешь, вот как будто вот какое-то шестое чувство, шестое чувство тебе вот говорит, да, и подталкивает тебя к страху, ну или там к беспокойству, а ты совершенно не понимаешь, почему. То есть ты выходишь из разговора с этим человеком, как туман в голове после него. Не сформулировать не можешь, что не так сказать не можешь, но ты ощущаешь вот это неприятное послевкусие. Как будто вот, знаешь, вот как будто вот часть душевного спокойствия исчезла, вот как кусочек вырвали. И ты, конечно же, начинаешь подозревать, что это не просто совпадение. Общаетесь вы вживую. Второй признак, при котором тебе кажется, что чужая воля как будто давит и изменяет твое поведение. По пажу Пентакли понятно, да? Ты вот обнаруживаешь, что внезапно ты выполняешь какие-то мелкие поручения вот этого человека, которые ты никогда бы раньше и не делала по собственной инициативе. Например, он говорит: давай поможешь мне. И ты соглашаешься. Там на работе это может быть, да, в быту, хотя у тебя у самой нет времени. Или там разрешаешь этому человеку пользоваться там твоими деньгами, вещами и так далее, хотя внутренне ты раздражаешься. Например, эта женщина, она жрица, я сразу говорю, да, то, что в третьем варианте это женщина. И женщина эта, она там пользуется твоими вещами как бы без спроса, как бы само собой разумеющейся. Также она пользуется твоей, как сказать, физической силой.
каждый раз ты пытаешься вот после такого объяснить себе, да, что это там хорошее дело, и она еще внушает, что это дело хорошее. Но в глубине души ты чувствуешь, что ты не этим планировала заниматься. И выходит, что как только эта женщина, она делает невинную просьбу, то ты прям безотказно включаешься, бросая все свои планы. И тебе некомфортно, но ты как будто и сказать «нет» не можешь. Вот это и показывает, что воля вот этого человека заставляет тебя действовать не по своей, да, а по чужой программе. Тут понятно все. Семерка пентаклей — это где прячется третий признак, из-за которого ты теряешь уверенность и внутреннюю стабильность. Раздражение, сомнение насчет своих там каких-либо достижений. То есть, например, раньше ты была довольна там своими темпами, да, как-то развивалась, шла вперед и так далее. Там деньги копила, семейными делами занималась, строила планы там на какие-то отношения будущие, возможно, на отношения в настоящем. А вот сейчас, после знакомства и общения с этой женщиной, ты вот поняла, что вот все медленно, да, все бесполезно, что твои усилия, они не приносят вообще никакой пользы, ни финансовой, ни моральной, ничего, только переживания. И они всплывают резко. Как вот ты пересекаешься с ней, да, там, с определенной женщиной, да, она вроде и не критикует тебя, но оставляет вот такой легкий намек, что ты, как сказать, вот, недостаточно стараешься, или что ты на месте топчешься. В итоге ты начинаешь сомневаться, может, я и правда время зря теряю, да? И это расшатывает твою уверенность и заставляет думать, что все твои достижения, они недостаточны. А чтобы вот это, а давай мы с тобой, как говорится, начнем общее дело. Я думаю, что ты такое от нее слышала уже. Это и есть признак третий. Твоя нормальная самооценка рушится, но ты уже надеешься, что она что-то придумает. Но она не придумывает, вы так и идете, как говорится. Она сосет из тебя сама где-то там, как говорится, растет, а ты нет. Ты на одном месте. Четвертый признак. Как твоя энергия, когда твоя энергия утекает, да? Ну, смотри, по двойке мечей это... Знаешь, это вот после общения с этим человеком у тебя чувство такое надлома, что ли. Ты вот не можешь принимать решения, да? Ты начинаешь метаться там между двумя вариантами. Хотя еще до разговора с ней, до общения с ней, ты твердо была уверена там в своем выборе, в своей дороге и так далее. И пока ты в сомнениях, сомневаешься и так далее, этот человек как будто очки набирает в твоих глазах, да? Показывая, что у этого человека все под контролем, все нормально. Ты тратишь время, ты тратишь душевные силы. Причем на внутренние споры. Извиняюсь. Ты споришь постоянно, что лучше, а может это не лучше, а она же сказала вот так вот. А за это время человек продвигается вперед, укрепляет свою позицию. Как будто, знаешь, твоя энергичность, она тонет в болоте колебаний. А уверенность в этой женщине, наоборот, растет. Отсюда и ощущение, что он как будто отнимает у тебя вот этот ресурс, да, пока ты буксуешь в этой двойственности. И, конечно же, это не случайность. Это у нас четвертый признак. И это женщина по жрице. Так, десятка кубков — это у нас как пятый признак, опасный самый. Твои отношения с близкими людьми рушатся. Десятка кубков — карта вот этих близких людей, да, и они рушатся. Они становятся у тебя
или рушатся, или натянутыми становятся. Потому что этот человек заставляет тебя пренебрегать там друзьями, подругами, родней. Все твое время принадлежит этому человеку. Напишет тебе там куда-то, и все. Ты готова, ты рвешься в бой, как говорится, к ней, ей помогать. Если ты видишь, вот, например, что с семьей с твоей все испортилось, да, а ты занята вечно вопросами вот этого человека, и времени на тех, кто действительно тебе дорог, не находишь. И вот это уже критический сигнал. Это значит, что она просто, как сказать, выстраивает вокруг тебя свой уютный мирок. Понимаешь? Чтобы заменить собой всех абсолютно других людей и держать тебя под полным контролем, под полным влиянием. Понимаешь? Вот в такой момент пора жестко приоритеты составить. Или тебе родные друзья нужны, или этот мнимая подруга. Ни в коем случае не жертвуй ради этой женщины отношениями, которые тебе дороги. Если она настаивает, чтобы ты выбирала только ее, потому что все плохие и так далее и тому подобное, но это манипуляция, причем на самом опасном уровне. Просто посылаешь на это самое. Вот и все. Да, этот расклад будет открытый, он сегодня был короткий, наверное, минут 30. Подписывайтесь на канал, приходите в проживание, оставляйте обратную связь, если я его открыл. Вы уж спасибо хоть комментарием скажите. И приходите, конечно же, в проживание арканов. Вы проработаете это все, поставите защиты в манифесте от таких людей и границы выстроите. В манифесте, кстати, доступно и проживание арканов тоже. Все, с вами был Дед.